Всем привет! Меня зовут Оксана. В этом видео я расскажу поподробнее о запекаемой глине. Во-первых, есть очень много разных марок запекаемой глины, и все они могут запекаться по-разному. У каждой глины может быть своя температура, свое время выпечки. Каждую инструкцию к глине нужно очень внимательно читать и придерживаться ее. А также нужно быть очень внимательным при смешивании разных марок. Прежде всего, я могу дать совет всегда тестировать глину, потому что, несмотря на заверения на упаковке, ваша духовка может запекать разную глину по-разному. И поэтому, чтобы знать наверняка, лучше всего запечь сначала маленький кусочек, а потом уже запекать какую-то работу. На том, как запекать и делать этот тест, я потом сделаю отдельное видео тоже. Например, мне очень нравится смешивать глину скальпи и фимо. Или, например, скальпи и цернит. Вот, например, кусочек от фирмы Фимо. Она у меня уже довольно-таки старая, но если ее постараться размять, то она снова станет мягкой и похожей на пластилин. После запекания она становится в точности как пластик, очень гибкой. Можно очень легко делать разные очень мелкие детали, вырезать по ней. Действительно, мелкие элементы будут крепко держаться, не могут загибаться, прямо как у резины или настоящего пластика. Лепить из нее так же, как из пластилина качественного. Но она бывает разных типов или разных фактур. Например, фимо и скальпи более упругие, вязкие и гибкие. Можно сделать вот так, и она легко разгладится. Например, самая дешевая глина Craft & Clay очень тугая, крошится. И еще по фактуре после затвердевания она более шершавая. Тогда как вот эту глину можно очень легко разгладить, и она станет гладкой, как зеркало. Мне не очень нравится фирма Craft & Clay, потому что ее практически невозможно разгладить и вот так вот растянуть. Она рвется. К тому же после запекания она очень сильно меняет цвет, поэтому я считаю, что она больше подходит для каких-нибудь грубых вещей вроде подставок и так далее, потому что сделать из нее мелкие детали довольно проблематично, на мой взгляд. Она не очень подходит для каких-то кистей, для очень мелких там деталей, но можно взять прозрачную глину этой марки и сделать, например, какие-то зубы, чтобы это было одним камешком, потому что у нее есть очень хорошие цвета, яркие неоновые или полупрозрачные глины. Запекаемую глину можно купить сразу, например, полупрозрачного телесного цвета. Это придает коже, например, рукам магическую такую прозрачность, естественность. Очень хорошие получаются из этой глины куклы. Можно взять глину сразу же с каким-нибудь эффектом, например, металла, золота, какого-нибудь камня. Практически любого камня на самом деле и практически любого металла. У разных фирм есть разные палитры и оттенки. Есть две ведущие марки, это Скальпи или Фимо. Фимо — это немецкая фирма, она очень дорогая, но зато очень качественная. Она очень долго не выветривается, то есть не устаревает, ее легко размять очень долгое время. Скальпи на том же самом уровне. Ее чаще берут профессионалы, потому что у нее есть очень приятная линейка Scalpi Pro, из которой приятно лепить, но она довольно-таки хрупкая. Я могу поподробнее рассказать об этом как-нибудь отдельно, потому что я не ожидала совершенно, с чем я столкнусь, когда покупала эту глину. Вот. Но мне больше всех нравится фирма Цернит. Она дешевая, по качеству не уступает, по-моему, ни Фимо, ни Скальпи, но при этом у нее очень приятная палитра цветов, и она приятна по цене. И я купила даже у них пастомашинку именно этой фирмы
цернит. У любой полимерной глины есть один недостаток, ее довольно сложно и долго разминать. Когда ты ее разминаешь, уже не хочется лепить что-либо, потому что это действительно сложно. Или, например, если лепишь из цветной полимерной глины, то ее нужно долго смешивать. И чаще всего мастера отказываются от полимерной глины в пользу бархатного пластика. В другом видео я расскажу, как безболезненно разминать полимерную глину, как с ней легко обращаться, потому что, на мой взгляд, это действительно того стоит. Она намного более прочная, чем бархатный пластик, потому что такие фигурки по-настоящему долговечные и совсем не боятся воды. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Я надеюсь, вам было полезно, и вы поставите лайк, подпишитесь на канал, загляните на мой Patreon. Спасибо большое, всем удачи и пока-пока.